Господин Медалинск, здравствуйте, спасибо, что нашли для нас время. Мы недавно встречались с министром иностранных дел Литвы, и он говорил о том, что Евросоюз проигрывает в информационной войне с Россией, и сейчас активно это обсуждают и в Евросоюзе, даже создали специальный стратегический департамент, который будет решать эту проблему. Почему так получилось? Почему Евросоюз отстает? Очень просто объяснить. Потому что когда идет пропаганда, то пропаганда не признает других мнений. А если мы говорим о демократических государствах, демократическом телевидении, демократической прессе, мы сами понимаем, что должны быть разные мнения. Когда идет только одно мнение, тем более по всем каналам, если там переключается как российское телевидение, то человеку нет повода для размышления и сомнений, что там что-то говорится неправда. Нормальное западное телевидение, украинское телевидение не могло бы показать такого сюжета, где не были бы разные мнения. Евросоюз и Украина опоздали в контрпропаганде. Почему? Потому что они недопонимали происходящей ситуации или потому что был страх все-таки перед Россией? Ну, начнем с того, что Украина очень сильно опоздала в контрпропаганде, или вообще, я бы сказал, информационном освещении событий. А все-таки мы живем в интернетном эпохе, интернетном времени. Да? И когда Украина опаздывала освещать события, что творилось на Донбассе, а Россия уже передавала, потому что у них все там журналисты были в Донецке, Луганске и так далее, а еще сепаратисты имели свои интернет-сайты, все такое. И пока только Украина додумалась, что нужно учредить какой-то пост человека, который будет освещать события официальные. И у вас сейчас вот это вот АТО, пресс-представитель, все такое. А ведь было время, когда этого не было. Кто? Тимчук тогда делал? Все это. То есть то, что должно было делать государство. Вот. И тогда было опоздание. А потом было тоже опоздание, и не только опоздание, но, наверное, не хотела сказать плохих новостей. Помню, что смотрел какое-то событие, видел, что там, ну вот, люди вот погибли, все такое. И вдруг выходит человек и говорит: нет, у нас жертв нет на сегодня. Ну, как тогда? То есть тогда ты можешь начать смотреть альтернативные источники. Сейчас я думаю, что Украина действительно имеет очень много каналов. То есть можно получить довольно-таки хорошую информацию и уже о том, что делается и на Донбассе. И, кстати, на обоих сторонах Донбасса. Вот. Ну да, опоздание было очень сильное, и это нужно было догнать это время, которое было упущено. Путин остановится тогда, когда почувствует отпор. Вы согласны с этой тезой? Путин уже установился, потому что он почувствовал отпор. Санкции? Санкции, цены на нефть, которые в то же самое, и украинская армия, которая изменилась за этот год. Потому что раньше мы должны, потому что я также скажу, потому что я думаю, что остановить агрессивную политику России, это было очень важно для всей Европы. То есть мы должны быть благодарны тем добровольцам, волонтерам, которым помогали, которые первые пошли и даже, может, погибли или были ранены и все такое, пока начала вставать на ноги украинская армия. И, конечно, если не украинская армия, если не украинские люди, Путин бы пошел дальше. Ну, точно бы Мариуполь взял, но почему же нет? Ну, точно бы в Славянске остался, а почему отдать? Конечно, Путин не захочет отдавать контроль границы, но есть Минск-2 соглашение. И в Минск-2 соглашение, хотя знаю, что есть очень много пессимизма, я бы пожелал украинской стороне более быть активной, решая те вопросы, которые там написаны в Минск-2 соглашении, которые позитивны для Украины. Там ведь написано, что все должно идти по законодательству Украины. Почему Украине не показывать инициативы и делать законодательство? Ну, например, если там какая-то милиция, так называемая народная милиция, 40 тысяч людей с градами, танками, буками и все такое, почему украинское законодательство не может принять закон, что если это милиция, ну, то есть сейчас уже полиция в Украине, но если там милиция, то даже и такая милиция может иметь что? Ну, резиновые эти самые, может пистолеты, может что-то, но не танки, не грады, не противоракетные какие-то установки, все такое. И пусть тогда та уже сторона говорит, что это за милиция, и пусть объясняет миру и нормандские партнеры нормандской четверки, что это за такая милиция. А если нет, если Путин не откажется признать сепаратисты,
скажут, что нет, вот такая милиция, то это все понимают, что это несерьезно. Это значит, вы не хотите реально делать то, что вы говорите на словах, что вы говорите, что Донбасс должен быть, весь Донбасс, частью Украины. Украина выполняет свою часть Минских соглашений, это Россия не выполняет? Да, так я и говорю, Украина выполняет, но и Украина может более активно действовать в этом ключе, заставляя, как же показывая, что это Россия и сепаратисты, которых Россия поддерживает, не делает своего. Ну, там насчет отвода военных сил, так там разные есть информации, что там одни отвели, другие не отвели, там так далее, и так далее. Но все-таки по поводу того, что свободные выборы не могут проходить, если там нет свободной прессы, так пусть в этом Донбассе не выключают украинские телевизионные каналы, а как раз позволяют им туда пройти, если вы думаете о каких-то свободных выборах. Свободные выборы не могут произойти, если там не будут представители всех украинских партий. А если их нужно будет завозить на бронетранспортеры, чтобы они там приняли участие на этих выборах, это не свободные выборы. И свободные выборы не могут быть, когда будут незаконные военные формирования, в том числе такая народная милиция. Вот. Главные пункты сделаны, сказаны. И давайте тогда другая сторона, сепаратисты, Россия, давайте, если вы говорите, что хотите выполнять это соглашение, показывайте. Если нет, санкций. Я не могу не упомянуть о трагедии в Париже. Она, конечно, вызвала вселенское сочувствие французам. И еще она натолкнула общество на такие дискуссии относительно того, не бросится ли Европейский Союз в объятия России после этих терактов. Тем более Путин сам в Анталии, на саммите Большой Двадцатки предложил бороться с терроризмом сообща. Ну, первым делом вопрос такой. Что значит бороться с терроризмом сообща? Это значит с Асадом или против Асада? Асад убил 250 тысяч своих соотечественников. Так что, поддерживать мясника? Ну, такое понятие. Второе. А если вы против ИГИЛ, если Россия против ИГИЛ, так пусть тогда атакует объекты ИГИЛа, а не свободной сирийской армии или других оппозиционных группировок, которые борются с Асадом. Третий момент. Всегда в международной практике можно говорить так: ладно, тут насчет Сирии мы можем как-то найти точки соприкосновения, потому что может наши позиции где-то там сходиться, пока еще они и там не сходятся. Но, например, тут в Украине, вот делайте так, если вы реально хотите показать, что насчет Донбасса у вас никаких намерений там нету сделать холодного еще одного конфликта замороженного, тогда давайте, выполняйте все условия, чтобы там произошли свободные выборы. И отдайте контроль границы Украине, потому что это часть Украины. А потом можно будет решать насчет Крыма. Потому что аннексия Крыма – это вопиющее нарушение международного права, которое ударило по всем пунктам международного строя. Ну, это уже другой вопрос, но его также не нужно забывать. Но это можно, и, кстати, что очень хорошо было, что западные страны и сказали, что Сирия – это одно, и даже если там Россия с Францией вместе атакуют какие-то объекты, а Украина – это другое. Усиление санкций Евросоюза возможно? Как по-вашему? Усиление санкций – это более тяжелая вещь, более трудно, потому что Европейский Союз – это много государств с разными интересами. Продление – это одно, а усиление – это значит принятие некоторых дополнительных мер. И тогда нужно согласование со всеми государствами. Но, конечно, было бы самое плохое, если, например, Россия показала, что вот она что-то, какие-то шаги делает косметические. Западные страны, особенно те, которые хотят с Россией сотрудничать, я думаю, что все страны думают о том, что хорошо было бы с Россией сотрудничать. Главное, другой вопрос, насколько Россия сама поняла свои ошибки и даже, может, преступления, что было сделано в Украине. Особенно поддерживая сепаратистов, которые вполне возможно сбили этот самолет над Донбассом. То есть сотрудничать с страной можно, но страна каждая, с которой сотрудничают, должна делать шаги, которые показывают ее реальный настрой на то, что они хотят действовать по принципам европейской политики.
Вот то, что Путин согласился реструктуризировать государственный долг Украины на 3 миллиарда, это вот и есть те косметические шаги? Это косметические шаги в нужном направлении, но это косметические шаги. А самое реальное понимание со стороны России дел на Украине зависит от того, как они решат вопрос Донбасса, то есть как они будут влиять на сепаратистов, чтобы Донбасс стал частью Украины, но главное показать усилия, что вы руки снимаете с Донбасса. Поскольку сейчас, конечно, мы все понимаем, что то, что случилось в Донбассе, это потому, что кому-то там в Кремле захотелось руками захватиться за Донбасс. И не получилось. Кто-то хотел сделать Новороссию из 8 областей. Ну и не получилось. Ни в Одессе не получилось, хотя, конечно, там были трагические события. Ни в Харькове не получились, ни в Днепропетровске, ни в Запорожье. И, кстати, что интересно, что Россия должна понять. Мы говорим о том, что Украина – это другое государство, это не часть России. Тут нужно забыть имперские идеи Деникина, евразийцев и так далее. Украина – другое государство. Но именно из-за действий Путина Украина стала еще более другим государством. И даже те люди в Запорожье или даже в Славянске, с которыми я говорил, которые были настроены положительно в отношении России, после этих действий изменили свою точку зрения. И сейчас Россия должна действительно волноваться насчет того, что много людей в Украине хотят уже НАТО, но они хотят в НАТО не потому, что Запад их заставляет, а потому, что так действовала Россия, православная страна с православным, людьми с православной религией, против людей, которым тоже много православных. Для меня это вообще загадка. Как это возможно? Потому что такого мне вообще трудно объяснить.